Здравия! В роликах часто упоминаю китов. Давайте поговорим о том, как они действуют. И для начала покажу снимки крипторынка примерно с начала ведения статистики. В 2013 году видим долгожителя Litecoin. Ну, кроме биткоина, естественно. Кое-какие активы были переименованы. Но в целом это все мертвые проекты. В следующем году монет стало уже под 70 штук. Доживших до сегодняшнего дня менее 10. В 2015 году монет уже 200. И опять вижу только несколько доживших до сегодняшнего дня. Дальше они по экспоненте прирастали. Сегодня их порядка 10 тысяч штук. Дальше топ-300 по сути мусор. Никому не нужный. А ведь все они решали или решают самые важные проблемы человечества. Не забывайте об этом, когда вам будут ссать в уши очередной мурой. Прошло уже более 10 лет, но все равно проплаченные не только идиоты пилят ролики про то, что биткоин это скам, а типа весь старый рынок акций не мыльные пузыри. Такие смешные. Ценность любому проекту или вещи задают люди, или сильно заинтересованные в этом. Неужто непонятно? А теперь давайте возьмем какой-нибудь рандомный проект, популярный в прошлом цикле, где-нибудь со дна топ-100. Очевидный скам, запущенный на пике прошлого цикла, типа Flow, рассматривать не будем, хоть он и сильно выше дна топ-100. Но там потери вошедших 1000%. Это просто мега уныние, из которого мамкины инвесторы никогда не вылезут. Знаю, больно, можете обижаться. То, что видите в виде скачков цены сегодня, это просто прошаренные трейдеры дует биржу на лонгах, разгоняя курс, и там у них свои баталии с биржами. Думаете, просто так можно доить биржу? Ловите блокировку средств. Возьмем какое-нибудь днище, способное загнуться после этого цикла булрана, что-нибудь популярное и ранее раскручиваемое Binance, типа EOS. Самого Binance мы в преселах не увидим, но рыльца у них в пушку. Все они в сговоре и дружат, что бы кто ни говорил. А антимонопольные службы просто у них на подсосе. Когда требуется, новости по ящику происходят. Что Чайна запретила крипту и майнинг, или наоборот. Все эти клоуны по ящику, изображающие правительство, за бабки вам жопу вылежут. Кто серьезно изучает право, это очевидно видит на законах. Система едино управляема, и в ней есть богоизбранные деятели, творящие, что хотят. Илон Маск, например, родители которого были хозяевами рудников, на которых наверняка много, как там ЛГБТ корректно выразиться, афроамериканцев полегло. Вот такие же инвесторы, вошедшие по очень низким ценам и задолго до нас. А вот сколько они денег вложили, примерно 4 миллиарда. И эти ребята тут не за идеей, а за баблом, как и 99% участников рынка. Мне какой-то школьник под прошлыми роликами писал, что ты не за идею крипты, зачем тебя слушать? Ахаха, отлично же, когда тебя кормят. Можно быть идейным. Так вот, эти ребята купили очень много монет в 2017 году. Посмотрим на график. К сожалению, история подтирается. Самый ранний график, который нашел. Скорее всего, они вошли еще на пару разрядов ниже. И профит на пике составил порядка 5000%, а то и более. А сейчас происходит доразгрузка активов. Или они уже вышли полностью. На самом деле понял, что пример неудачный. Давайте посмотрим график очередного говна, заканчивающего свой жизненный цикл. Ну, например, Нео. Блин, тут такой же график по сути, ну да ладно. В чем смысл? Разгоняется цена актива, разгружается на хомяках. По максимальным ценам. Пока есть разгоняется спрос, актив растет. А там идут большие продажи. Вот мы видим, один цикл прошел, продали. Затем видим второй цикл. Опять разогнали цену и продали. И так может быть много циклов подряд. Они будут доить корову пока могут. Но лучше всего заходят свежие проекты, спасающие эту вселенную. Думаю, теперь понимаете, почему проекты растут. Это не потому, что народ их любит, а потому, что киты их двигают и зарабатывают мегапрофит, который нам в принципе недоступен. Исключением являются реально популярные проекты, пользующиеся спросом. Остальное просто мыльные пузыри. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка всен.ру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.